Всем привет, это Руслан Левиев, и с вами очередная сводка с войны. Вторую сводку подряд я вам сообщаю о том, что на Харьковском направлении никаких изменений. Все так же идут бои на окраинах Волчанска и в районе поселка Липцы. Лично я считаю, что фактически можно говорить о том, что атака на Харьковскую область захлебнулась. У России есть силы только на то, чтобы удерживать то, что они уже и так захватили. Напомню, что это полоса приграничной территории глубиной примерно в 5-7 километров. Сколько было разговоров про окружение Харькова, создание буферной зоны, а результат вот такой. Впрочем, для нас он абсолютно предсказуемый и ожидаемый. Когда я пару недель назад читал все эти алармистские новостные заголовки, я, честно говоря, недоумевал. Давайте вернемся в ту нашу первую сводку на этом канале, где я впервые описывал происходящее в Харьковской области ситуацию. Я тогда говорил, что не готов называть происходящее наступлением, поскольку у массовой аудитории слово «наступление» плотно ассоциируется с совершенно иной картинкой и масштабом событий. Также я говорил, что это больше похоже на рейд. Но именно рейдом это называть тоже нельзя, потому что рейд подразумевает стратегию «зашли», выполнили конкретную задачу, вышли. Вот и получается, что это вроде бы как и не наступление, потому что нет сил для того, чтобы развить этот масштаб, и не рейд, потому что ты не можешь заявить «Ой, все, мы передумали, отходим обратно». Это вам не Херсон, где аргументом отхода была сложность снабжения российской группировки войск на правом берегу Днепра. В Харьковской области вам для этого не нужно пересекать широкие реки по обстреливаемым мостам. Это просто Суровикины говорили, что он правильно решил уходить из Херсона, потому что для него важнее не громкие заголовки, а жизни солдат. А про Белоусова так не скажут. Кстати, напомню, что весной были популярные страшилки, что в начале июня грядет вторая волна мобилизации в России. Якобы власти собираются мобилизовать 300 тысяч человек на фронт. Как видите, не началась. И я думаю, что ее долго еще не будет. Но даже если начать мобилизацию прямо сейчас, это не может дать мгновенный эффект и спасти ситуацию для Белоусова. Обучение обычно занимает месяца полтора. Плюс сам процесс сбора людей. Но что еще хуже, нет техники. Все эти штурмы на мотоциклах в стиле Бенни Хилла никуда не делись. Вся эта лапинщина подложила большую такую свинью новому министру обороны. Не представляю, как он из нее будет выпутываться, но главный итог этой атаки – это данное Украине разрешение использовать западное оружие для атаки на объекты на территории России. Я уверен, что не было бы этой атаки на Харьковскую область, не было бы и такого разрешения. Великолепный план с окружением Харькова за 72 часа, Андрей Ремович. Надежные, прям как швейцарские часы. И вот теперь, когда уже пошли первые удары хаймерсами по объектам Белгородской области, кажется, вопрос о буферной зоне может действительно назреть. Даже не в целях какой-то там мифической безопасности жителей Белгородской области, а чтобы уберечь множество военных объектов, находящихся в приграничных районах. В условиях острого дефицита ресурсов создать такую буферную зону можно только одним способом – пожертвовав каким-то другим направлением, сняв с него значительное количество сил. Еще неизвестно, в какое количество солдат обошлась России вся эта харьковская авантюра. На этой неделе была очередь русской службы BBC публиковать свои подсчеты. Вместе с медиазоной и волонтерами они насчитали более 54,5 тысяч имен погибших. Они отмечают, что из-за атаки на Харьковскую область число еженедельных потерь растет, но пока рано говорить условные итоговые цифры. Потому что некрологи часто находятся с большим запозданием. Как принималось решение о том, чтобы дать добро на использование западного оружия при ударах по России? Буквально через 3 дня после начала российской атаки на Харьковскую область, 13 мая, состоялся совместный разговор главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, министра обороны Украины Рустема Умерова и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны США Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальника штабов Чарльзом Брауном. Представители Украины запросили разрешение на использование американского оружия при ударах по военным объектам на территории России. Салливан, Остин и Браун сразу согласились. Но им нужно было еще получить разрешение от непосредственно Байдена. 15 мая Джейк Салливан описывает всю ситуацию президенту США. Также командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Коволин представляет Байдену информацию о текущей ситуации в Харьковской области и поддерживает идею разрешения Украине использовать американское оружие.
Байден соглашается, но говорит, что сначала нужно убедиться, что все ответственные лица поддерживают это решение. 17 мая секретарь Госдепа Энтони Блинкен возвращается из Киева и встречается с Джейком Саллином и Джозефом Байденом, снова поднимая вопрос о разрешении Украине использовать американское оружие в ударах по объектам на территории России. В итоге неделю назад на заседании комитета с руководителями единогласно поддержали разрешить Украине использовать американское оружие. В начале прошедшей недели решение формально доводят до Ллойда Остина и Чарльза Брауна. А 30 мая, то есть в четверг, Пентагон говорит Украине, что они могут использовать ствольную артиллерию и реактивные снаряды ГМЛРС от «Хаймерсов» для ударов по российским военным и военным объектам в Белгородской области. В итоге от момента первого запроса до решения проблемы прошло чуть больше 2 недель. Насколько я вижу, сейчас никто до конца не понимает, какие точно территориальные ограничения наложены на применение этого оружия. Большинство сходится во мнении, что разрешено бить только по Белгородской области, поскольку в комментариях официальных лиц фигурирует фраза, что можно бить по российским войскам поблизости от Харькова. Напомню, что дальность реактивных снарядов ГМЛРС от «Хаймерса» составляет чуть более 80 километров. В зону поражения попадает в том числе аэропорт Белгорода, но после инцидента со сбитием Ил-76 с украинскими военнопленными аэропорт Белгорода не используется даже российскими военными. К тому же американцы запретили бить по аэродромам и стоящей на земле летной техники. Тем не менее, на этой полосе территории есть немало интересных военных объектов. Увы, но применять ракеты «Атакамс» по ним пока что запретили. Также было дано разрешение на использование американских систем противовоздушной обороны для сбития российских летательных аппаратов, даже если они находятся в воздушном пространстве России. Здесь тоже есть нюанс. Разрешено сбивать только те самолеты и вертолеты, которые представляют неминуемую угрозу Украине. А вот где грань этой неминуемой угрозы, одному только Байдену известно. Можно ли сказать «Ура! Наконец-то ограничения сняли, можно прекращать ныть»? Я считаю, что нет. Это скорее не снятие ограничений, а их небольшое послабление. Поэтому нужно продолжать кампанию давления на администрацию Байдена, чтобы ограничения были сняты окончательно. Тем не менее, это довольно-таки заметный сдвиг в политике союзников Украины. Некоторые европейские страны в своих решениях о Украине постоянно озираются на, скажем так, старшего брата, то есть Америку. Одной из таких стран является Германия, которая вот буквально неделю назад была против решения дать право Украине бить по территории России западным оружием, а после решения США резко поменяла свое мнение и теперь тоже дает разрешение использовать свое оружие для ударов по территории России. Такое с ними, кстати, не в первый раз. В прошлом году они точно так же отказывались давать разрешение на передачу кем-либо Украине танков «Леопард». И только после того, как США официально объявили о грядущей поставке 31 «Абрамса», Германия дала разрешение на поставку «Леопардов». Швеция объявила, что передаст Украине самолет воздушного наблюдения и управления АСЦ-890. Он является условным аналогом российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это тот самый самолет, такой большой плоской тарелкой на крыше. По сути, это такой большой летающий радар. Шведский самолет способен обнаруживать достаточно крупную цель на расстоянии до 450 километров. И когда Украина получит свои первые F-16, такой самолет поможет им работать эффективно и захватывать цели заблаговременно. Интересно только, где такой самолет будет базироваться. Все-таки он не маленький по размеру, и для него нужен соответствующий размер ангар. Естественно, что Россия сразу захочет нанести удар по такому ангару. И наверняка вычислить его будет довольно-таки просто. Возможно, самолет будет базироваться в одной из соседних европейских стран. Помимо самолета, Швеция приняла решение отдать Украине все свои боевые машины пехоты PBV-302. Это такая гусеничная бронемашина с 20-мм пушкой. Она снята с вооружения в 2010-х годах, но это хороший момент, кстати, поскольку 10 лет хранения для такой техники – это довольно-таки небольшой срок. Скорее всего, большой процент этих машин будет в довольно-таки хорошем состоянии. Справочник Military Balance за 2023 год говорит, что у Швеции было 239 таких БМП, а справочник за 2024 год говорит уже о 172 машинах. Куда за год подевались несколько десятков таких машин, непонятно. Все-таки это собственная шведская разработка, несовместимая с какими-либо другими машинами БМП. По этой же причине украинским мехводам придется переобучаться на новый экземпляр техники. Конечно, все почти 200 машин не окажутся на мгновение ока в Украине.
такой ситуации их сначала надо снять с баз хранения, отремонтировать и привести в боеготовое состояние. И тут может возникнуть бутылочное горлышко с пропускной способностью заводов, которые будут заниматься таким ремонтированием и обслуживанием. Интересно, что в своем пресс-релизе Министерство обороны Швеции говорит, что оно будет передавать эти БМП по мере формирования новых украинских бригад. Ну и на десерт пообещали передать ракеты класса «Воздух-воздух» «Авраам». У таких ракет есть разные модификации, от которых зависит дальность полета ракеты. Неизвестно, какую конкретно модификацию передадут, но ходят слухи, что передадут модификацию С-5, которая летает на 100 километров. Это может стать заметной проблемой для российской авиации, особенно вертолетной. Кстати, напомню, что первые F-16, которые должны оказаться у Украины, прибудут из Дании. И Дания не налагает ограничений на использование этих самолетов. Украина может использовать их в том числе для ударов по объектам на территории России или в воздушном пространстве России. А вот Бельгия не последовала примеру США, Германии, Великобритании и ряда других стран и по-прежнему запрещает использовать свои F-16 для ударов по территории России. Ситуация, когда Украине приходится воевать фактически с частично связанными руками, привела к тому, что российский «Ланцет» стал основной угрозой для вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. На этой неделе наша команда опубликовала материал, где мы проанализировали ход боевых действий на Харьковском направлении с 10 мая. Что нам сразу бросилось в глаза, так это то, как много мы видели ударов российским баражищем боеприпасом «Ланцет» в мае. Был даже поставлен рекорд – 285 атак. Такой рекорд напрямую связан с ограничениями по западному оружию. Сколько за 2 года мы видели атак «Ланцетов» на других направлениях, там им оперировать было тяжело. Потому что в любой момент по позиции операторов беспилотников может прилететь «Хаймерс». Ну, что, кстати, регулярно и происходило. А вот на Харьковском направлении они могли спокойно запускать беспилотники с Белгородской области, понимая, что никакой «Хаймерс» в ответ им не прилетит. Можно даже не заморачиваться со сменой позиции, ведь я в другом городе, что ты мне сделаешь? По этой же причине за май мы видели сразу несколько случаев уничтожения украинских самоходных артиллерийских установок «Богдана». Ведь на них ограничений нет, и поэтому они являлись одной из немногих систем вооружений, которые можно было подогнать к российской границе и стрелять по российским военным в ответ. Лично я и наша команда CIT считает, что все ограничения по применению оружия Украиной нужно немедленно снять. Это попахивает каким-то лицемерием, честно говоря. Говорить, что мы все такие за Украину, а потом через запятую продолжать: но только, пожалуйста, вот сюда не стреляйте. Не нужно вестись на чекистские разводки про то, что территория европейских стран маленькая, густонаселенная, а у России есть ядерное оружие. Мы и так это слышали на протяжении 2 лет, и ничем это не обернулось. Для того, чтобы эффективно воевать, нужно иметь максимально взвешенную, объективную информацию на руках. Вы должны знать и слабые, и сильные стороны противника. А постоянно потребляя исключительно позитивный для вас контент, где враг всегда выставляется абсолютно тупым и необучаемым, вы попадаете в информационный пузырь. В такой информационный пузырь порой попадают и командиры на местах, что ведет к грубым ошибкам в планировании операции. Примеров за эти 2 года с обеих сторон мы видели немало. Наша команда всегда стремится именно к этой цели – собирать и представлять наиболее полную, объективную информацию. Поэтому нас удивляет, как в том числе некоторые наши западные коллеги слепо повторяют заявления украинских чиновников, будто бы Россия набирает по 30 тысяч человек в месяц на войну. Если это так, то нас удивляет, почему тогда Гордума Краснодара вела дополнительную выплату в 250 тысяч рублей за подписание контракта в период с 1 июня по 1 октября. Теперь, если просуммировать все региональные и федеральные выплаты, то при подписании контракта в Краснодарском крае вы можете получить аж 1 миллион 650 тысяч рублей. Если Россия действительно вербует по 30 тысяч человек в месяц, то почему в Татарстане резко повысили региональную выплату с 305 до 505 тысяч рублей, а в Воронежской области со 120 до тоже 505 тысяч рублей? Издание «Верстка» опубликовало материал, в котором рассказали, как с начала 2024 года участились случаи принуждения мобилизованных заключать контракты с Минобороны. Об этом они сами и их родственники рассказывают в тематических группах и чатах. И такую же тенденцию фиксируют правозащитники. По словам одного из собеседников «Верстки», после отказа от подписания контракта мобилизованных помещают в так называемую яму и спустя несколько дней отправляют в штурмовые бригады. Все это однозначно говорит о том, что никаких 30 тысяч добровольцев в месяц не существует.
Общие потери ВСУ за май составили 35 тысяч человек и 2700 единиц различного вооружения. Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе 4 Абрамса, 7 Леопардов, 12 Брэдли. Кроме того, сбито 11 самолетов и 4 вертолета. Все это, конечно, полнейшая чушь. Но знаете, кто это заявил? Автор той самой фразы про «ошибаться можно, врать нельзя». Новый министр обороны России Андрей Белоусов вышел и просто выдал отборную коношенковщину. Мне искренне интересно, как он собирается вписывать войну в экономику страны, если он сам верит предоставляемым ему данным в папочках. Ведь ему точно так же нижестоящие генералы будут докладывать о выполненных всех гособоронных заказах, о полной комплектности подразделений, об отсутствии проблем с выплатами компенсаций, о наборе добровольцев по 500 000 человек в год. В нормальной стране, чтобы не попадать в такой информационный пузырь, у тебя есть независимые СМИ, оппозиционные тебе силы, да и просто критики, которые регулярно задают неприятные тебе вопросы. А в ответ ты не сажаешь их в тюрьму за наглость, не травишь новичком, а пытаешься разобраться в своей структуре. Задумываешься, действительно, почему у нас в России такая жопа? В России все подобное инакомыслие сейчас подавлено. Но я считаю, что даже в таких условиях у Белоусова достаточно связи, ресурсов и возможностей, чтобы выгнать всех этих бездарей и дилетантов, которые поназаканчивали свои академии Генштаба, и построить потом эффективную структуру. Для этого нужна политическая воля. А судя по тому, что Андрей Белоусов слово в слово повторяет Коношенкова, такой воли у него нету. Я отдельно отмечу, что все эти 2 года над Коношенковым и его цифрами ржут даже в самой армии. Солдаты, иначе как за клоуна, его не считают. Что ж, если у кого-то в армии и были надежды на нового министра обороны, то, кажется, они продлятся теперь недолго. Это все новости у нас на данный момент. Увидимся с вами через неделю.